А сегодня, ребята, мы покажем самую популярную семейную яхту. То есть лодка, семейный круизер, которых продается сейчас в мире больше всех. Вы скажете, кризис, все дела, да, но люди все равно покупают яхты. Для некоторых кризис, либо вот опасная ситуация в мире, наоборот, их подталкивает к покупке лодки. И лодку они хотят супер-супер универсальную. Я Саша Горан, вы на канале Интерпарус, и на обзорчике у нас 41-й Дюфор. Вы его уже видели, но сегодня мы постараемся сделать более такой детальный обзор. Идем. Что ж, друзья, я сказал слово «универсальная яхта». И многие из вас скажут, ну не бывает универсальных яхт, вы будете правы. Но давайте по каким-то критериям это определим. В первую очередь, когда вы выбираете яхту для себя, вы должны определиться с целями, да, то есть как вы ее будете использовать. И здесь, ребятки, реально старайтесь смотреть на вещи, смотреть более прагматично. И я понимаю, что яхтинг – это романтика, но романтика хороша, когда она подготовлена. Вот. Поэтому, если вы говорите, я хочу ходить там сразу в кругосветку и вот покорить все океаны, ну, это здорово, но, скорее всего, если вы начинающий яхтсмен, вы начнете со Средиземки и с выходами на Канарские острова. И эта лодка идеально подходит. При том, что у нее категория А навигации, соответственно, она спокойно может сделать кругосветку. Во-вторых, каким экипажем вы будете управлять? Семейный. Вы и ваша супруга, да? Соответственно, ну, скажем так, в 1,5 руки, можно сказать. И этот размер тоже подходит нам. Очень хорошо подходит. Далее вы скажете, мне нужна такая вот яхта просторная, внутри широкая. Вы будете правы. Вот. Но параллельно, если вы покупаете лодку себе и у вас уже есть время ходить, вам захочется, чтобы лодка была мореходная, удобная, быстрая и легко швартовалась в маринах. Опять же, эта лодка подходит как-никак кстати. Почему? Потому что здесь очень много работали над корпусом. И в итоге корпус у нас сверху широкий, а внизу, если вы присмотритесь по ватерлинии, он достаточно узкий. Многие пробовали это сделать, но мало у кого это получалось. Потому что для этого нужно потратить очень много усилий, много неокр R&D и много нужно пробовать. И технология производства корпусов должна быть тоже хорошая. Почему? Потому что нам для таких экспериментов нужна жесткость. И у Дюфора все с этим хорошо. У него очень хорошее крепление идет, запатентованное между палубой и корпусом. Здесь есть антикорпус, который вклеивается, тоже дорогая штука. И они применяют вакуумную формовку, вакуумную инфузию. Они применяют инжекцию. В итоге лодка жесткая. И опять же, водоизмещение должно быть правильное. Вот, потому что если у нас один из этих параметров будет отсутствовать, тогда вся наша идея сделать широкую яхту с узкой ватерлинией, ну, она вся развалится. Как я сказал, уже некоторые верфи пробовали такое сделать, потерпели фиаско. Но у Дюфора это получилось. И, как я уже говорил в других видео, вся линейка 37-й, 41, 44, 48 и 54, они сделаны вот по такой технологии. Это у них удалось, и
Все вот эти факторы привели к тому, что 41-й Dufour сейчас один из самых продаваемых семейных круизеров. Что ж, друзья, давайте посмотрим, чем он у нас хорош. И свои бенефиты эта лодка открывает уже прямо с транса. У нас здесь платформа купальная. Ее чуть уменьшили в сравнении с предыдущими лодками, чтобы она стала более надежная, чтобы меньшее количество людей здесь как бы тусило. Но ее достаточно. Вы видите, я как бы человек не маленький, я хожу по ней, и в принципе 2-3 человека она в легкую выдерживает. Достаточно мощные петли стоят. Вот. Что у нас здесь хорошего? У нас появился очень классный добротный трап. То есть он у нас вот с такими рожками. И вот эти рожки очень нужная штука, особенно для таких людей, как я. Выходить достаточно удобно. Здесь у нас газовый рундук. Здесь у нас газовый баллон спрятан. Самый важный, интересный девайс находится у нас, ребятки, вот здесь. Во-первых, мне нравится, что теперь рейлинг не крепится сюда, потому что, когда его открывали, он как бы мешал. А теперь у нас здесь находится барбекю. На этой штуке люди очень много всего вкусного жарят, потому что это чугунная такая планша, ее можно использовать даже как сковородку. И в итоге вы свой салон не задымливаете, да, у вас здесь есть мойка, вот, то есть здесь у вас такой полноценный камбузик. Вы знаете из предыдущих видео, что Dufour сейчас использует это на всех лодках, потому что вот эта тема очень хорошо зашла, люди действительно этим активно пользуются, я сам такой. К сожалению, не могу вам показать. Вот здесь у нас в корме имеется большой рундук, то есть это технический отсек. Вот, и сюда можно поставить дизель-генератор, либо опреснитель, либо его использовать как рундук. И это, ребятки, очень важно. Это офигеть как важно. Почему? Потому что на однокорпуснике вам всегда не хватает помещений. Вам всегда не хватает сториджей. Здесь он есть. Я бы не рекомендовал вам ставить дизель-генератор для такой лодки. Если вы установите хорошие батареи литий-ферромфосфатные, солнечную панель и сам дизель. Здесь может стоять 57 лошадиных сил. Можно опционально заказать Янмар. И на нем очень мощный альтернатор. Вы будете всегда с электричеством. То есть 2-киловаттный инвертор вам закроет все ваши потребности в 220 вольт. Даже можно включать от него кондиционер. Венчает все это дело вот такая ниша, нужная и полезная. То есть спас-плот мы размещаем здесь. Его опять же проблематично на однокорпусной яхте где-то размещать. Здесь все толком и толково и красиво организовано. Мы здесь уже имеем ступеньку, ребят, поэтому заход очень-очень такой легкий у нас. И что мы имеем здесь под банками? У нас здесь горловины заправки идут, это у нас вода. Shore Power тоже толково сделан, то есть раньше его делали вот под штурвалом, теперь он под банкой. И это правильно, это толково, я считаю. Наши Нактоузы, наши Helm Station, они одинаковые на 37-м, на 41-м и на 44-м. Очень удобные для пользования. Опять же, все, что мне не нравится, их цвет, да, потому что, блин, ну, любые отпечатки, любая пыль. В стандарте, ребятки, у нас идут нержавеющие штурвалы. Можно поставить пластиковые штурвалы по вашему желанию. Левый пост управления у нас не самый главный. Вот здесь только один карплотер и компас у нас находится. Вот. И оцените расположение лебедок. Здесь стоит так называемая Jomon System, система управления гикошкотами. Все заведено сюда. То есть, по идее, вы с помощью 4 лебедок, и вы даже вот отсюда как-то можете с длинными руками управлять. Если нет, то придется обходить и крутить ее оттуда. Далее, друзья мои, здесь у нас стоит тент бимини, да, то есть обычный тент бимини. Он из 2 частей. Вот такая кормовая и вот такая, которая раскрывается. Но сейчас верфь для этой лодки предлагает хардтоп.
И классная штука, действительно красивая. Вот как на 44-м Дюфоре. Точно этот же хардтоп, этого же размера, будет теперь стоять здесь, на 41-м Дюфоре. Я думаю, что он, несмотря на свою цену, будет пользоваться популярностью. Почему? Потому что, смотрите, мы имеем хардтоп. У нас освобождается вот эта часть, мы можем нормально ходить, выходить на шкафуты, на проходы. Во-вторых, это красиво. В-третьих, можно заказывать дополнительный обвес, такие латеральные части для тента. В-третьих, как бы этот тент тоже не бесплатный, да? На нем иногда надо менять ткань. Вот. А если вы захотите установить солнечные батареи и шлюпбалки, дэвидсы, то вам надо будет делать еще здесь арку. Арка тоже как бы затягивает денежек. В итоге, если мы посчитаем все это и сравним цену хардтопа, то разница уже не такая пугающая. Но, опять же, большинство пока ходят вот с такими тентами, и, в принципе, вы можете его использовать. Здесь применена хорошая, дорогая ткань Sunbrella. Он выполняет все свои функции. Себе ты что поставил? Хардтоп. Да, себе бы я поставил хардтоп, ребята, потому что, ну, в принципе, это уже будущее, да. Люди его хотят, люди спрашивают. Дюфор долго-долго разрабатывал этот хардтоп. Сначала был хардтоп такой, вот как яхтсмены сами себе ставят, такая хатка на 6 ножках. Ну, это выглядело по-уродски, хотя дешево. Да, сделали более дорогое решение с итальянским, опять же, дизайном. Там же есть шлюпбалки толковые, то есть они как кран-балка выступают. Вы очень легко можете свой тузик бросить на воду, поднять его с воды. В итоге, ну, я вас не агитирую за хардтоп. Смысл в том, что решение мне понравилось. Мы оценили сейчас левый пост управления, перейдем к правому. И на правом у нас все приборы для управления нашей яхты. У нас здесь есть подрулька. Дюфор раньше ставил только выдвижные подрульки, потому что, как я сказал, корпус у них достаточно обтекаемый. Нельзя было поставить туннельную подрульку. Но сейчас делается выформовка в корпусе. Сейчас в основном заказывают все туннельные подрульки. Да, Даня меня поправил. Отформовка у нас, да, в корпусе, поэтому подрульку надо заказывать сразу, друзья мои. С этого года BNG идет у нас в комплектации дюфоров управление автопилотом. И вот такой маленький, какой-то совсем масенький пульт управления нашей якорной лебедкой. Ну, опять же, вы знаете, мои претензии к дюфору — это расположение ручки. Она у нас вот здесь внизу. Ну, управляют люди, не сильно как бы жалуются, да, у них, наверное, вариантов нету. Но сейчас верфь ставит Янмары, и вот 57-й Янмар, если я не ошибаюсь, к нему можно ставить электронный тротл. Ну, за дополнительные денежки, потому что у него электронное управление на двигателе. Вот, поэтому, ну, в принципе, можно поставить здесь. И с той стороны, кстати, можно поставить управление мотором. Все остальное у нас без изменения. Та же вот лебедка, скрутка. В принципе, не в гоночном режиме. Мы можем пользоваться всем этим прямо отсюда. Из-за стола, хотел сказать. Из-за поста управления. Вот. Проход здесь, ну, в принципе, имеется. Я могу пройти. Опять же, я таких средних размеров мальчик. Вот, мы можем выходить, выскакивать вот на наш проход. А с хардтопом там больше места для выхода? Да, да, с хардтопом у нас здесь получается вот он выше. Собственно говоря, он обрезан специально, чтобы головой не биться. То есть с хардтопом у нас проход гораздо легче. Стол наш, ну, как бы по размерам он бьет все рекорды. Друзьяки, вы оцените этот размер. Ой, здесь можно играть свадьбы. Вот такое основание, оно что, железное? Да, ага, оно железное. Я думал, пластик. Оно у нас очень жесткое. То есть раньше были две ножки, и какие бы их ни делали,
все равно стол шатался. Сейчас он стоит просто как вкопанный, как литой. Вот. И это важно, потому что этот стол – это самое главное место, где вы будете проводить свою активную жизнь. На якоре, в марине, на стоянках. Более толстый шпон сейчас идет. Вот. И размерчик у него, ну, такой впечатляющий, скажем так. Вот. Собирается он тоже вот таким, скажем, образом. И защелкивается. Хлоп. Часто этот стол только вот с одной раскрытой половинкой, потому что, ну, много семей ходят вдвоем. У нас тут вот такие рундучки. Здесь может быть холодильник. Вот. Холодильничек может быть. А вот здесь у нас могут быть вот такие подбутыльник и на 5. Сообразим. Стол — это было слабое звено у Дюфора долгое время, и они его решили радикально. Все, как бы теперь, не только у Дюфора, кстати, у многих, у кого на 2 ножках стоит стол, это та же проблема у многих яхт, не будем наговаривать. Вот эту часть можно использовать для картплоттера, для каких-то дополнительных здесь сумок, навесных всяких штук, то есть ручки-то чешутся, что-нибудь здесь затюнинговать. Покрытие в кокпите, ну, наверное, хотя бы в кокпите оно было бы обязательно, потому что, ну, на белом всегда чего-то остается. Синтетический тик, либо пробка. Выглядеть будет, конечно, гораздо поприятнее и красивее, и ходить по нему будет тоже приятней. Остановимся отдельно на подушках. Вот у них теперь вот такой идет профиль Г-образный. Теперь очень удобно на них сидеть. Действительно, сидишь на них как на диванчиках. Давайте пройдем, посмотрим наш спрей-худ. У меня еще на первом Дюфоре, это еще, блин, лет 15 назад, спрей-худ меня радовал. Потому что у него были вот эти ручки. Вот эти ручки. За них очень удобно хвататься, держаться. Вот это отдельно выделенная ручка, здесь вырезанная. Поставщик этих спрей-худов постоянно как бы улучшает эту модель. У меня открывалась только здесь такая маленькая, как бы, окошечко маленькое. Потом окошко стало шире, а теперь полностью вот это все можно убрать. Оно на молниях. И ваш спрей-худ плавно превращается в тент. И классная штука, особенно если вы на Средиземке, то вы здесь убрали все, и у вас здесь тент. Как бы там не было, вы всегда в кокпите, даже когда прохладно. Поэтому вот чем хороша крыша, вы всегда защищены. И вы там хорошо оделись, даже совсем когда прохладно, все равно чашечку кофе с ромчиком, и ты вот хочешь находиться в кокпите, наблюдать за морем, это всегда приятно. Поэтому кокпиту надо уделять большое внимание, как здесь ходить, как здесь все расположено. Здесь все достаточно толково. У нас здесь есть электролебедки, вот здесь они поднимают наши паруса, вот эти заведуют у нас Генуей. Вот, и этого уже достаточно. Веревки у нас теперь жовто-блакитні, хлопчики. Синенькие у нас управляют все связанное с мейнсейлом, а жовтенькие у нас управляют всем, что связано с Генуей. Так, что, куда вы хотите? Вы хотите в салон, либо пройдемся по палубе, друзья мои? Салон просят все. В салон, ну ладно. По палубе потом. Здесь у нас вот такие дверки, ребятки, стоят. И они достаточно удобные, что вам не нужно куда-то прятать этот брандерщит. На более старших моделях у них есть возможность уже делать такой выдвижной брандерщит. Но здесь мы не имеем места, но это достаточно хорошее решение вот с этими дверцами. И сделать внизу как рольстав, не знаешь, чтобы они в рулон сматывались. Это было на 530-м Дюфоре. Рольставни. Ну и от постоянного открывания-закрывания все это дело. Да, было электрическое, было ручное. Делали, но в итоге, собственно говоря, сняли, потому что дело очень сложное, и в морской среде это все дело проваливается. Погнали в салон. И, друзья мои, что нам бросается в глаза, это вот такой красноватый цвет.
скажем, такой классический цвет. И этот цвет идет у нас в стандарте. Очень его любят в Северной Европе, скандинавы. В Америке, как оказалось, больше всего лодок продается в Америку вот с таким цветом. Ребятки, он в стандарте. За доплату вы можете получить беленый дуб. Ну, он как бы расширяет пространство, как мне кажется. Но, пообщавшись с региональными менеджерами Дюфора, они сказали, что вот большая часть людей предпочитает вот такой красный цвет, и им он заходит. Вот. Поэтому, ну, на ваш выбор есть вот два варианта цвета. И здесь у нас, ребятки, вот такой вот офисный модуль. А ну-ка, кто скажет мне, зачем здесь красный цвет? Мы имеем здесь офисный модуль, который можно сделать из санузла. То есть с верфи, ребята, вы можете здесь получить просто комбинированный санузел, да, туалет с душем. 2 вы можете получить просто душ. 3 вот такой офисный модуль. 4-й вариант от Интерпаруса. Вы можете здесь заказать кладовку. На данный момент из 4 дюфоров вот такого размера и выше у нас все заказали здесь storage, то есть кладовку. Почему? Потому что на однокорпуснике всегда не хватает места. И здесь мы устанавливаем стиральную машину, полки, вот, и здесь как бы можно этим будет активно пользоваться. Вот. Поэтому вот такие 4 варианта вы можете выбрать. И это важно, потому что, как мы сказали, если вы хотите на этой лодке путешествовать далеко и счастливо, то нужно иметь возможность хранить где-то ваши вещи. Для однокорпусника это вот головная боль. Вот кто-то использует вот эту каюту, как вот этот владелец, он вот эту каюту отдал, да, под хранение всего этого бедлам-чека. Киловаттный инвертор стиралочку тянет? Не тянет. Чисто? Да, стиралка в марине, да, если без дизель-генератора. Ну, я не думаю, что вы будете стираться, там, знаешь, посреди Атлантики, включать стиралочку. Там уже стиралку за борт просто бросил в авоське, она там поколошматилась и все. А когда стиралка на отжим работает, яхта не ощутимо по ней, что ее кто-то колошматил? Слушай, ну нет. Если она правильно закреплена, установлена и нормальная стиралка, нет. Более того, вот маленькие стиралочки, которые мы устанавливали, маленькие, они же без противовеса. То есть они, да, крепятся к стенке, и стенка является для них стабилизатором. Вот, и ну, даже такие, они там включаются, каких-то там 600-800 оборотов они дают. Ну, не было ни одного нарекания. То есть уже даже вот по прошествию первую, наверное, лет 5 назад мы такую поставили. На 3 килограмма она, ну, вопросов не было. Каюта на яхте, которая всего 12 метров от роду. И выглядит она нормально. Я здесь абсолютно хорошо помещаюсь. То есть, ну, все, Даня, скажи, сколько надо мной? Ну, достаточно. Половина тебя. Да, достаточно места. Вот, то есть даже 2-метровый яхтсмен или яхтсменка отлично здесь разместится. Опять же, все нормально у нас здесь с освещением. Один люк, опциональный в кокпит. И посмотрите, вот какой красивый, шикарный мы имеем иллюминатор бортовой. И размер кровати здесь у нас 2 метра. Здесь где-то 1,60 м, там спускается на 1,40 м. Вот. Но опять же, подушки лежат там, их лучше вот в эту сторону переносить. И здесь же у нас находятся уже для чтения светильнички. Вот. Поэтому для такого размера лодки у нас тут все нормально. И опять же, проветривание у нас идет отсюда и сюда. То есть здесь есть движение воздуха. Здесь с москитными сетками. Все как нужно. Опционально красный можно поставить спот? Да хоть зеленый. На этой полочке можно разместить зарядки. Верфь ставит одну, мы ставили 2 зарядки бесконтактные. То есть вы просто будете ложить свой телефон, и они будут заряжаться.
Зайдем в санузел, друзья мои. Опять же, по высоте я не имею никаких ограничений, да, то есть мы говорим, почему эта лодка популярная, да? Потому что, в принципе, по объему, по использованию вы не должны сильно себя ущемлять. Это важно для женщин, да, чтобы она зашла, чтобы она себя чувствовала по-людски как-то, да. Здесь уже стоит электрический унитаз, этот унитаз сверху. Вот мы иногда ставим тихие унитазы и подключаем их к пресной либо соленой воде. Вот. И, ну, к пресной воде, наверное, наверное, 90% сейчас просят, чтобы он был подключен к пресной воде, даже если нету опреснителя. То есть не так много, как бы, он берет воды на свое использование. Поэтому вот, ну, опять же, уже нормальный размер. То есть это не то, что было когда-то. Минусы соленой. А вот я не скажу, пусть нам напишут наши подписчики. Вот напишите, ребята, в чем минусы соленой воды в унитазе. Опять же, я бы здесь сделал красивое покрытие, чтобы вот всякие в тапках тут не ходили, в обуви натопчут. Давайте к самому главному мы обратимся, к вечному, к камбузу. И камбуз у нас просто шикарный. То есть камбуза много не бывает. Люди, которые пользовались лодками, ходили в чартер, знают, что чем больше камбуз, тем лучше. И у нас вот эта часть, это все холодильник. Это один холодильник. Вот у него есть вход сверху. Вот такой вот вход. И вот такая дверь. Он имеет, ну, гигантский объем. Если вас цифры интересуют, зайдите к нам на сайт. Там вы можете посмотреть объем. По воде может быть стандартный один танк кормовой. И можно еще в носу добавить второй запасной танк. Вот, ребятки. Дальше здесь у нас мойка. Ну, мы тут боролись с водой. Как вы знаете, я не любитель двойных моек, потому что вторая, обычно она закрыта, там лежит всякие спонжики, еще что-нибудь забытое. То есть в основном люди пользуются одной мойкой. Вот эта часть, она бы не помешала в виде просто рабочей поверхности. Очень как бы долго я думал, как вот к этому выступу относиться. Да, мы получаем объем холодильника, но в принципе вот владельцы лодок нам давали фидбэк, что отлично, что здесь ты стоишь, упираешься, как бы, да, что с той стороны, вот, ну и не сильно он увеличивает траекторию прохода к плите, вот, поэтому камбуз супер зачетный, ребят. Все, здесь у нас выдвижные, тут у нас очень толково, смотрите, все организовано, да, вот наши мусорнички. То есть, ну, лодка уже продумана. Опять же, вы знаете, да, для чего это? Ну, должны знать, уже ж не один раз я говорил. Если не знаете, смотрите наши предыдущие видео. Вот, и Дюфор использует вот все... Ух ты, они даже тостер здесь поставили, нифига себе, прикинь. Да, вот все маленькие вот эти вещи, все используются. Видите, здесь подбутыльник такой глубокий стоит. А, здесь розетка есть, смотри. Ты не можешь просто насверлить дырок в корпусе. Почему? Потому что, ну, лодка это разлезется, да? То есть большое количество иллюминаторов, да, может быть, если у тебя жесткий корпус. Вот, и это позволяет тогда сделать вот здесь, вот. Посмотрите, какая россыпь. Это, кстати, важно, если вы любитель вот такого цвета, то количество света должно быть достаточно. Потому что мой первый Дюфор был, тоже он был с красным интерьером. Ну, там вообще был такой, блин, темно-темно-красный. Я там не любил находиться, потому что там было темно просто. Понимаете? Здесь со светом все нормально. Но, как я сказал, если вы хотите иметь много света, ну, вам нужен жесткий корпус, потому что есть вот такие некоторые производители, в чартер я ходил на таких, и у них просто лодка в пластилин превращается, потому что они стараются вроде бы света добавить, а
а вроде бы корпус не выдерживает нагрузок. И лодка начинает вот так вот крутиться. Как это чувствуется по каким признакам? Ну, когда ты стоишь за штурвалом, особенно большая лодка, ну, видно, вот, видно, как палуба вот так вот крутится, и это страшно. Мы имеем в 12 метрах, ребятки, огромный, большой, красивый салон. Опять же, лодка у нас очень хорошо управляется и очень хорошо ходит. Друзья мои, обеденная зона у нас здесь. Вот эта банка, вот она ездит как бы туда-сюда, вот. И она вот так вот немножко открывается. Я до сих пор не знаю, зачем вот это вот решение, к чему оно, чтобы ее видно было просто, или что. Если у вас есть какие-то предположения, вы мне напишите. Все мои запросы к менеджерам Дюфора как-то не остались без внимания. Вот. И она у нас передвигается. Она может быть в 3 позициях. Но иногда эту банку просто снимают и здесь ставят широкий стульчик раскладной, либо пуфик. Стол отличный, с закруглениями. Здесь мы имеем вот такую вот штучечку. Это у нас подставка для горячего. Правда, я не знаю, как тут будет сковородка стоять. Вот. Но что-то такое можно, наверное, поставить. Стол нормального размера. Больше я бы не хотел для этой лодки. Вы здесь можете в легкую посадить порядка 6 человек. Больше 6 у вас не будет. Вот. И мне нравится вот эта часть. Это дизайнерское решение. Хотя мы иногда клиентам вот эту часть меняем на алькантару покрытие. Здесь добавляем орех. Здесь нормальные, хорошие диваны. Есть небольшие вопросы к ткани, но опять же это все можно поменять. Здесь, ребят, у нас находится наша 12-вольтовая панель, музыкальный центр наш и наша радиостанция. Радиостанцию можно перенести, и музыкальный центр, ну, головку музыкальную тоже можно перенести отсюда. Вторую трубку можно сделать на рулевом посту. То есть у нас одна радиостанция будет, но с 2 такими говорилками. Кроме того, этот стол у нас может опускаться, и здесь может быть такая большая, хорошая кровать двухспальная. Не может опускаться. Может. Он выдергивается просто. А, да? Да. Есть 2 варианта. Есть пневматические ножки, а есть вот такие. Он выдергивается, ставятся маленькие ножки и насаживается. Мне очень нравится вот этот элемент. Вот он действительно вносит такой дизайн свежий. Вот с вот этой подсветкой. Это ночная подсветка. Вот единственный вопрос, где и как крепить телевизор. Но опять же, от телевизоров все больше и больше людей отходят. Я сам не любитель телевизоров. Лучше бы какой-то проектор можно поставить, чтобы киношечку посмотреть. А все такие новости, ютубчик, это все можно посмотреть на планшете. Что ж, погнали оценим нашу мастер-каюту. Ребят, 12 метров яхта. Просто огромная здесь кровать находится. Хорошо, красиво сделанная. Как в дизайне, как в эргономике, как в расположении. Просто топовая каюта. У нас огромное количество здесь света. Там люк, здесь 2 люка. Здесь световые иллюминаторы. Здесь у нас бортовые иллюминаторы. То есть она будет наполнена светом. Опять же, огромное количество всех этих шкафчиков. То есть тут все найдет свое место. Здесь у нас выдвижной под кроватью находится. Еще один рундук, который можно в водяной танк превратить. И посмотрите на этот санузел. Ребята, раньше в 12-метровой яхте об отдельном санузле в мастер-каюте нельзя было даже подумать. Вот, давайте я вам зайду, чтобы вы оценили размер. У нас выделенный душ, туалет. Здесь вот эргономика, дизайн выше всяких похвал, ребят. Это вот один из ответов, почему люди покупают такую яхту. То есть вот эта мастер-каюта делает мой день, да.
Все хорошо продумано, все решения, все достаточно здесь толковые. Здесь у нас шкафчики. За счет вот этого нового корпуса, да, когда мы имеем расширение над ватерлинией, мы имеем вот такой размер. Вот. Да, есть небольшая плата в виде вот таких выступающих элементов. Да, этим мы платим за жесткость. Но, ребят, все остальное тут отлично. Даже шифоньерчик сделали вот небольшой двухстворчатый. То есть у нас по сути такая спальня, да, можно уже сказать, спальня. Вот так мы можем закрыть. Вот красиво, да, такое решение. Тут надо табличку повесить, стучать 3 раза. Ребятки, ну конечно. Винный погреб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маловато. Далее. Железные ступеньки, да, вот швеллер железный у нас решает все вопросы со скрипом этих ступенек. То есть вы увидите, это все железные консоли, то есть сами ступеньки уже в роли накладок просто выступают. Сразу же с верфи идут нескользящие резинки. Вот, давайте уже посмотрим мотор, раз вы хотите. Да, янмарчик у нас стоит на 57 лошадиных сил. Тоже класс. То есть, по сути, с хорошим альтернатором вам уже дизель-генератор вроде бы как и не нужен, потому что у вас будет все нормально с электроэнергией. Ну, ребятки, и мы не прошлись по палубе. Давайте оценим. Что нам здесь важно, ребятки, что у нас здесь широкий проход. Вот, опять же, яхта 12 метров. Вот, и здесь перенесли, ну, здесь сейчас стоит автоматический стаксель, но в случае Генуи погоны идут на крыше рубки. Далее мы видим здесь, это у нас Гика-шкоты, Джоман System наш. Он заводится прямо на корму. С двух сторон вы можете управлять. Дюфор не экономит на риггинге, да, у нас здесь хорошая оттяжка идет. Он использует весь риггинг, он использует от Z-Spars. Мачта у нас здесь обычная классическая, может быть мачта со скруткой грота, это прямо с верфи, но я не рекомендую такое. Была у меня такая мачта. Вот. Можно скрутку в гик, можно еще несколько всяких систем поставить. Если вам нужно, обращайтесь, мы это вам поможем сделать. Далее, ребятки, у нас здесь автоматический стаксель. Конечно, у него меньше площадь. Он не заходит на грот, как Генуя. То есть, соответственно, тяга уменьшается. Но даже с этим стакселем лодка ходит очень даже неплохо. Вот. Себе бы я поставил Геную. То есть, не такой большой размер лодки, чтобы иметь сложности со сменой галса. Часть людей сейчас выбирают автоматический стаксель. Если вы не видели, как смена галса происходит со стакселем автоматом, посмотрите наше видео с Дюфор 37. Мы делали тест-драйв, специально показывали, как это все делается. Далее, друзья мои, у нас здесь наш фордек. Здесь применены люки, которые за подлицо, то есть вы свои ножки, пальчики не собьете, а сделаны отвод воды. Эти люки, которые у нас в носовую каюту уходят, мы не видим здесь, ребятки, цепного ящика. Доступ к цепному ящику у нас через носовую каюту, через изголовье. Все больше и больше Дюфор такое применяет. В принципе, ну, у меня, когда был однокорпусник, ну, я заглядывал в этот цепной ящик, не знаю, ну, очень редко, иногда там чего-то находил, какую-то живность. Здесь у нас стоит брашпиль Люмар, и он управляется у нас вот такими, не буду нажимать, вот такими кнопочками. И кроме этого, ребята, у нас управление брашпилем на Helm Station. Обратите внимание, скрутка здесь на стропе, то есть она плоская, и она не скручивается, не перекручивается. Хорошая скрутка стакселя здесь. Имеем сразу же в стандарте бушприт. Здесь уже установлена генакерная
оборудование, мы увидим Рым, проводки, все фалы для гинакера. И в принципе, ребята, мы делали такую штуку. У нас клиент взял лодку с автоматическим стакселем и заказал Cod Zero на скрутке с ультрафиолетовой защитой. Он остался очень доволен. Говорит, когда мне не надо скорость или недалеко я иду, я пользуюсь стакселем автоматом. Когда уже какой-то переход, либо просто я хочу посейлить в удовольствие, я раскручиваю Cod Zero. Хорошее решение, кстати. Вот такая лодка, ребята, у нас получилась. Вот такой семейный круизер, который на данный момент номер 1 по продажам, по востребованности. Вот. Если вас интересует цена этой лодки, заходите к нам на сайт interparus.com. Там всегда актуальные цены, можно запросить прайс. Вот. Напишите в комментах, что вам понравилось в этой лодке, что не понравилось. Если вам эта лодка понравилась так, что вы ее хотите купить, вот просто уже горите желанием, обращайтесь. Мы поможем вам с покупкой лодки, с обучением, с регистрацией, совсем оставим вам только приятные хлопоты. И я, Саша Горан, и моя команда Интерпарус ждет вас здесь в Ля-Рошеле. И до встречи в морях.